Ровно год назад вышел первый ролик на нашем канале, и за это время мы протестировали немало железа, но сегодняшний обзор особенный. Сегодня мы возвращаемся к материнской плате Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi. Уже не с первыми впечатлениями, а с опытом реального года непрерывного использования. Формат год спустя давно стал классикой для мониторов, ноутбуков и даже бытовой техники, но для материнских плат он встречается крайне редко и, вероятно, напрасно, потому что после относительно долгой активной эксплуатации становится понятно, где плата действительно сильна, а где начинает проявляться накопившееся раздражение. Мы не связаны никакими спонсорскими обязательствами и не обязаны отрабатывать предоставленный образец. Поэтому все, что вы услышите, это исключительно наш субъективный опыт после года использования. BIOS. За прошедший год вышло несколько обновлений BIOS, и его установка занимает не так уж мало времени, до 10 минут. С каждой новой версией обновляется не только микрокод, но и компоненты Management Engine от Intel. Процедура обновления все так же имеет несколько вариантов, но самым удобным представляется вариант с копированием скачанного zip-архива в корень диска C, последующей перезагрузкой и обновлением уже из BIOS. Windows 11 не позволяет скачивать zip-файл напрямую в корень диска, поэтому приходится его туда руками копировать после загрузки в любой другой каталог. BIOS, как и раньше, не позволяет сохранять профили на жесткий диск, вынуждая использовать USB-флешку. Также нельзя придать сохраненному профилю длинное и понятное имя. Трудно сказать, приносили ли новые прошивки какие-то весомые улучшения, так как обычные бенчмарки не фиксировали сколь-нибудь заметных улучшений. Некоторые пользователи на форумах даже отмечали небольшое падение максимальной частоты у Core Ultra 285K после обновлений. Прямо перед этим обзором вышла свежая прошивка, уже вторая по счету для Arrow Lake Refresh. Это плюс. Искусственный интеллект для разгона процессора, скорее всего, декоративная и крайне убогая по функционалу опция. Ручной разгон при определенных затратах времени приносил более весомые результаты, которые отражаются и в результатах тестов. Так, простой ручной разгон и оптимизация позволили добиться 919 баллов в одиночном потоке и до 16300 баллов во многопотоке в тесте CPU-Z на процессоре 265K. Сам BIOS, хотя и имеет тончайшие настройки, но непосвященному достаточно тяжело в них разобраться. Вот тут искусственный интеллект мог бы взять на себя большую часть забот, но, повторим, функционал искусственного интеллекта настолько рудиментарен и убог, что говорить об этом даже как-то неловко. Это еще раз напоминает о том, что красочное и пестрое засилье AI-символики на выставках — это всего лишь наглый и совершенно бессмысленный маркетинг. Дизайн. По дизайну мы уже определились в прошлом ролике, что это серая и неказистая плата, которая условно хорошо выглядит только на рекламных проспектах. В жизни, под реальным освещением, плата совершенно не впечатляет своей красотой в кавычках. Складывается впечатление, что Asus вообще не придала цветовому дизайну никакого внимания. Серая и серая. LED-клякса или Glass Rock на кожухе портов ввода-вывода не добавляет ей элегантности. Это обыкновенная LED-площадка с пиксельным рисунком, но без адресуемых пикселей. И клякса просто мерцает в ритме остальных RGB-компонентов. Одним словом, рука-лицо. Среди механических компонентов вызывает уважение только крышка с теплотрубкой первого NVMe накопителя. Она быстро и удобно снимается, ставится и хорошо выполняет свою основную функцию – охлаждение SSD. Крышки остальных накопителей – просто какой-то неимоверный позор и дисфункция инженерной мысли. Винтовые крепления – это не только позавчерашний день в дизайне, но и просто неудобно. Самое забавное, что все конкуренты, да и сама Asus в более современных платах наконец-то додумалась сделать теплорассеиватели быстросъемного типа для второстепенных накопителей. И совершенно непонятно, почему нельзя было этого сделать с самого начала. Да, пользователь не часто будет туда лазить, но зачем усложнять ему жизнь? Тем более крышка с защелкой не намного дороже, если вообще дороже в производстве варианта с винтами, но на световые годы удобнее в эксплуатации. Это же относится к варианту защелки, которая удерживает видеокарту в главном слоте. Здесь Asus зачем-то перемудрила с быстросъемом, создав способ открывания замка в PCI-Express слоте особым методом вынимания видеокарты под углом. У ранних обзорщиков, которым приходилось часто менять видеокарты в этом слоте, часть края контактной площадки на видеокарте просто стиралась от частого использования. Да, PCI-Express слот не рассчитан на частую смену карт, но инновационный в кавычках дизайн Asus ускоряет и без того никому не нужный износ.
Из присутствующих сегодня решений на рынке самым простым и надежным способом открыть замок PCI-Express слота видеокарты является рейка-удлинитель и кнопка или рычажок. Это понятно даже школьнику, но непонятно инженерам Asus. Задняя сторона платы не имеет металлической пластины, а зря. Учитывая, что на плате не самый холодный VRM, можно было бы предусмотреть пластину. Она помогла бы более эффективно отводить часть тепла от текстолита, находящегося непосредственно под мосфетами. Кроме того, металлическая пластина украсила бы оборотную сторону платы, придала бы ей солидности. А пока там просто безвкусный пиксельный рисунок и большое счастье, что эту сторону платы после установки никто больше не увидит. На будущее, конечно, хотелось бы увидеть BTF вариант этой платы, а также полноценное белое исполнение, со всеми белоснежными элементами, как у плат Asus Crosshair Glacial или Gigabyte Air. Это неоспоримые лидеры по эстетике. Да, к ним тоже есть ряд претензий по начинке, но по дизайну на сегодня это топ. Порты ввода-вывода. Важным преимуществом модели Strix с индексом I является огромное количество портов USB на задней панели. По этому критерию плата безоговорочный лидер, и нет ни одной другой платы с таким большим количеством портов. Это позволяет не переживать, что не хватит порта для подключения какого-либо устройства. За это плате большой плюс. Сеть. Проводные сетевые возможности представлены единственным 5-гигабитным портом Realtek, и мы не в восторге от этого решения. Это, конечно, не 2,5 гигабит на более дешевых платах, но до 10 гигабит не дотягивает. В момент выхода этой платы Realtek делала анонс нового поколения недорогих 10-гигабитных решений, и есть некоторая надежда, что Asus начнет использовать их в новом поколении Z990 плат для Nova Lake. В идеале мы, конечно, хотели бы увидеть двухпортовые 10-гигабитные решения, как на той же Crosshair Glacial для AMD. К беспроводному интерфейсу вопросов не возникало, так как мы попросту им не пользовались. Питание. VRM-платы за год использования не приносил никаких сюрпризов. Ни шума дросселей, ни сбоев из-за недостатка питания не было. И это неудивительно. Практически никто из конкурентов не может предложить близкий по количеству, мощности и качеству компонентов в блок VRM. На плате установлено 18 основных мосфетов по 110 А каждый. И сложно представить себе ситуацию, в которой их бы для чего-то не хватило. Тут в плате еще один огромный плюс. Накопители. Как мы уже говорили ранее, на плате 7 мест для NVMe накопителей. Все это великолепие омрачается, помимо убогих крышек теплораспределителей 6 из 7 этих накопителей, фундаментальным недостатком самого процессора Arrow Lake, архитектура которого не позволяет выжать весь потенциал из PCI-Express 5.0 накопителя на главном M2 слоте для SSD. В нем он, к сожалению, в среднем на 10-15% медленнее конкурирующих платформ. Почему так происходит именно с этим сокетом? Как вы знаете, Arrow Lake — это многочиплетный tile-based дизайн. Он состоит из основной compute tile с ядрами, GPU tile, SoC tile и I/O extender, то есть расширитель портов. Первые 16 линий PCI-Express 5.0 обычно под видеокарту идут напрямую от SoC tile, низкая задержка. Следующие 4 линии PCI-Express 5.0, которые чаще всего идут на основной M2 слот PCI-Express на материнке, проходят через tile-расширитель I/O extender tile. Между тайлом-расширителем и остальной частью процессора длинный die-to-die путь. Из-за этого увеличивается задержка на этих линиях примерно на 15-20% по сравнению с предыдущими поколениями, где таких длинных путей не было. И если теоретическая пропускная способность 4 линий PCI-Express 5.0 примерно равна 15,75 ГБ в секунду, то реальные SSD дают примерно 14-14,5 ГБ в секунду. Но на Arrow Lake в слоте PCI-Express 5.0 от CPU выходит примерно 12,3 ГБ в секунду, то есть потеря примерно 2 ГБ в секунду или 14-16%. Для кого-то это может быть решающим фактором. Кроме того, ограничением архитектуры является и тот факт, что два NVMe, подключенные к процессору, имеют разные поколения стандартов. Один PCI-Express 4, другой 5. Выходом может быть возможность подключить еще два NVMe по стандарту PCI-Express 5.0, но ценой этого станет урезание до 8 линий на слоте для видеокарты, и для кого-то это тоже может быть неприемлемым компромиссом. И тут самое время вспомнить предыдущую архитектуру Nova Lake, где по предварительной информации оба NVMe от процессора будут поддерживать одинаковый стандарт PCI-Express 5.0 и, возможно, оба будут подключены к правильному тайлу, чтобы исключить досадные и недопустимые потери скорости.
производительность. Как мы уже упомянули, за прошлый год вышло несколько обновлений BIOS, каждая из которых исправляла какие-то ошибки и, по идее, добавляла производительности. По крайней мере, так заявлялось. Наш компьютер мы использовали в основном для работы, а для редких сессий текущей производительности в GTA 5 и так хватало. Встроенный тест показывал 350 плюс FPS, а 4К монитор у нас в паре с 5080 всегда давал все доступные ему 165 Гц. А в рабочих задачах большее влияние имели другие аспекты, такие как стабильность Windows, корректная работа программы Adobe DaVinci, видеодрайвера и так далее. Так, в популярном приложении для измерения производительности в программах для создания контента Puget Bench удалось добиться практически топового результата в подтесте Lightroom для процессора 265K. И это с довольно слабым разгоном процессора и без разгона памяти видеокарты. По сути, некоторые Intel 285K и даже 16-ядерные 32-поточные конкуренты остались далеко позади. В тесте новинки 270K абсолютные рекорды побить не удалось, но получилось подобраться почти вплотную к лидерам, преимущество которых было в наличии 5090. Ссылки на результаты этого и ряда других тестов вы сможете найти в описании к этому ролику. Суммируя опыт за год. Сама линейка плат Z890 у Asus очень многообразная и несбалансированная. Мы уже обозревали нижнего представителя линейки Prime, и та плата оставила крайне неприятное эстетическое впечатление. Да, она выполняла возложенные на нее функции, но она смотрелась откровенно дешевой и уродливой. Даже представители серии Prime более ранних лет выпуска смотрелись гораздо приятнее. Серия TUF также имеет простецкий дизайн, а функциональная часть не намного лучше Prime. Серию Strix искусственно растянули на несколько моделей, и как уже видно из этого обзора, самой полезной и сбалансированной является Strix с литерой E. Серия Hero при безумном удорожании не приносит каких-либо значимых бонусов. Серия Art функциональна, но удешевлена по многим параметрам. Так, в ней Asus отслюнявил 10-гигабитный сетевой порт, но сэкономили на всем остальном, от VRM и индикатора посткодов до дизайна и портов. Также не забудем истории с продажей восстановленного брака, подробно описанные на других каналах. Серия Apex воплощает все лучшее для разгона памяти, но по функционалу проигрывает гораздо более дешевым соседям, в том числе герою обзора Strix E. Но только наша плата содержит в себе редкое сочетание качеств. Это мощный VRM, большое количество USB-портов и NVMe слотов для SSD-накопителей и так далее. На старте продавцы просили за плату около $500. На вторичном рынке по состоянию на конец апреля 2026 года можно найти Open Box за $240 или около того, и при некотором везении даже дешевле. По совокупности характеристик, Strix E остается лучшим выбором для Arrow Lake и одним из самых удачных Z890 решений на рынке. Это все на сегодня. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих роликах.